Всем привет! Начинаем говорить. И снова я на даче, только что из Москвы. 4 дня работала, очень тяжело. Сегодня вообще было с 8 часов утра. И вот я на даче. По пути я получила такой приятный подарок. И уже с прекрасным настроением. Теперь я на даче, сейчас буду перетаскивать вещи. Одна ромашка, правда, сломалась. Я начала себя фоткать на телефон, немножко их наклонила неудачно и одну повредила. Но ее можно использовать теперь как украшение. Ну или просто для того, чтобы женщины меньше говорили. Можно ее использовать так. Или можно использовать так. То есть как угодно. Сейчас я буду переносить вещи. На самом деле это случается постоянно, когда я приезжаю на дачу. Летом больше выходных стараюсь брать. Ну, не получается у меня никуда ее, не знаю, буду держать ее в руке. Вот, больше выходных беру себе летом. И получается, что если больше выходных, больше приходится работать интенсивнее, раньше выходить на работу. Вот беру сумку одну, ну такая она достаточно тяжелая, надо что-нибудь полегче взять. Пятерочка выручает. И сумки из пятерочки тоже выручают. Все, иду в дом. Вот здесь вот есть один дом старенький, ему 50 лет уже. О, все травой заросло. Придется косить. Придется косить опять. Бешено растет трава, просто бешено. С неимоверной скоростью. А вот такие же ромашки на клумбе растут. Вот они такие же, похожи, только они уже почему-то потемнели. А вон одна, посмотрите, одна такая прям яркая ромашка. Эти, наверное, уже давно эти, а эти такие же на клумбе. Очень круто, очень красиво. Лейка перевернулась, видимо, от ветра. Видимо, от ветра. О, смородина уже чернеет, ничего себе, черная смородина. Ее можно есть уже, наверное, так быстро. Кислая. Кислая смородина. В прошлый раз я пропалывала клумбу. Уже цветочки видны. А то бы сейчас в траве все были. Но травы очень много выросло, конечно. Ставим. 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 О, здесь шикарные розы, они еще живы. Вот тоже. Они еще живы. Вот такие шторы от соседей, от посторонних глаз, чтоб никто не видел. Когда хочешь уединиться, почитать книжку. 35 замков. Здесь важно попасть именно в замок. Конечно, блин, не супер качественные двери. Никогда не покупайте, не экономьте на дверях. На дверях. На двери. И теперь еще внизу. Что такое? Да, здесь... Блин. А может она открыта? Она уже открыта, здесь не закрыто было. А я пытаюсь открыть то, что уже открыто. Ой, как жарко, духота, духота, духота в доме моем. Открываем сразу окна. Надо ромашки куда-то поставить, такую красоту. Вазы у меня нету. Можно использовать 3-литровую банку. Зато есть лампа. Такая интересная. Она рабочая, кстати, эта лампа. Можно ее поджигать, если света не будет. Вдруг случится что-то из ряда вон выходящее. Но пойду дальше перетаскивать вещи. Попробую найти какую-нибудь банку. Нет, я ромашки хочу с собой взять. Сейчас водичку налью. Что нужно сделать перед тем, как, естественно, ромашки поставить в вазу? Нужно их обязательно обрезать. Знаете почему? Потому что здесь уже произошел окислительный процесс, и уже не будет вода так хорошо поступать в ромашки.
Для этого нам нужно взять ножницы и пойти дальше перетаскивать вещи. И найти какую-нибудь банку в старом доме, 50-летнем. Вот. Ну, туда-сюда приходится ходить. Пока сумку я здесь брошу. Пойду что-нибудь найду в том доме. Какую-нибудь банку. Там соседи сидят на крыльце. Соседи любят посплетничать друг о друге. Все это знают. Вот такой дом старый. Покажу сейчас. 50 лет дому. Бревно. Банок тоже много, но я покажу сейчас пока дом. Здесь велосипеды хранятся, самокаты. Здесь гости останавливаются иногда. Да. Вот такое прям бревно. Бревно. Это я красила сама. Здесь просто было бревно. Здесь торчит пакля. Покрасила в такой золотистый цвет. И получилось ничего. Кто-то мне рекомендовал обить наличниками, обои, но это все не то. Это все теряется весь колорит. Колорита нету. Не будем падать на кровать гостей и храпеть, хотя очень хочется спать. Найдем какие-нибудь банки для ромашек, для таких красивых. Ножницы у меня уже с собой, так свет надо выключить. Экономим электроэнергию. И пойду искать банки. Баночка маленькая есть, здесь должна быть большая банка. Вот здесь, здесь вот хлама полно всякого. Ну, тоже интересное место. Поставлю сапог, чтобы дверь не закрывалась. Я думаю, что да, сапог выдержит. И сейчас попробую найти банки. Какую-нибудь большую банку для таких красивых цветов. Сейчас посмотрю, здесь провод. Вот видите, что бывает в кладовках. Наверное, у каждого есть на даче кладовка. Вот такую можно банку взять. Они сюда подойдут. Можно даже как-нибудь ее оформить, украсить. Вот, и я уже подумаю, как можно привязать какой-нибудь там ремень, как я люблю старый уже, который ненужный. Или каким-нибудь платком украсить такую банку. Ну все, пойду украшать дальше. Ставить эти красивые, прекраснейшие цветы в водичку. Ножницами оказалось очень тяжело. Пришлось взять секатор. Ну да, секатором полегче. Раз. Да, что-то секатор не очень как-то рвет. Хотя нет, нормально. Ну да. Вот так вот мы готовим. Видите, я теперь и флорист. Теперь не только массажист и косметолог. Теперь я еще и флорист. Застегиваем секатор, чтобы никто не поранился. Блин, да, это еще непростое дело. Ладно, он мне надоел. Все, потом застегну его. Главное спасти цветы быстрее. Поставить их в воду, потому что один цветок уже повредился. Набираю воду. Воды не надо много наливать, потому что корни будут, точнее стебли будут гнить. Нельзя много, в полную банку набирать воды. Понимаете, во всем нужен индивидуальный подход. И к цветам, и к клиентам в массаже. Вот так мне нравится. Можно банку еще в чего-нибудь обернуть. Так, это я все взяла, ключи. Продолжаем дальше носить. Продолжаем дальше носить вещи. Вот так. Как цыганка.
Здесь у меня папка моя. Вот такая большая сумка есть. Она, кстати, не очень тяжелая. Мне помогает занятие фитнесом. Ручки сгибаем и несем ровненько сумки. Второй день, продолжение. Обожаю ромашки. Сегодня ездила в поля, собирала ромашки. Вот так вот их везла в рюкзаке. Вот такой вот красивый рюкзак, заряженный ромашками. И еще вчера придумала несколько лайфхаков, как сделать вазу. Ваза — это уже все старина, Древняя Греция, уже, мне кажется, это неинтересно. Ну, по крайней мере, мне. Как сделать вазу своими руками из 3-литровой банки. Вот банка 3-литровая. Можно на самом деле сделать из более маленькой банки. Но это интересно. Я вчера попробовала, у меня получилось. Вот хочу поделиться своим лайфхаком. Ромашки. Пахнет ромашкой, ромашковым чаем. Это все просто. Нужно лишь старые колготки. Не знаю, есть ли они у мужчин. Ну, вряд ли мужчины будут делать вазы. Есть вот такой тоже лайфхак, как хранить секаторы и ножницы. Завязываем платочек, и можно здесь все хранить. Берем ножницы, берем старые или новые колготки, чтобы ваза была стильная, чтобы ваза была красивая. Отрезаем часть колготок, берем 3-литровую банку, берем колготку и натягиваем ее на банку. Наверное, слишком маленькая, но не знаю, у меня так уже вчера получалось сделать. Я надеюсь, что сейчас тоже получится. Вот такая стильная черная ваза. Конечно, побольше ден надо, чтобы поплотнее были колготки. Тогда она будет более темная. Можно наклеить какие-нибудь туда стразы. Я не знаю, кто что любит. В банке это как-то, мне кажется, не очень может быть красиво. Просто в банке. Можно завязать такую же банку платком. У меня была такая ваза. Вот и ставим сюда такой букет из ромашек. Не забудьте налить воду. Очень красиво получается, мне кажется. Ну, так стильно. Можно его так немножечко распушить. Вот у меня есть такая еще ваза. Тоже из таких же колготок. Вот очень красиво. И те ромашки, которые купили по пути на дачу, тоже сейчас покажу. Тоже вот такая вот красивая ваза стоит здесь на столике. Тоже из колготок. Вот такие вазы можно делать. Ну и что еще можно сделать? Налить, конечно же, туда воды. Из части колготок можно сделать резинку для волос, но это, наверное, уже все знают. Просто можно отрезать. У кого длинные волосы. Это будет служить резинкой для волос. Заплести косы и пойти в поля. На ночь Ивана Купала. Вот такие вот лайфхаки. Надо налить водичку, не забыть. Побежала я сейчас воду наливать. Побежала наливать водичку. Вот такая красота. Еще есть у меня беседка. Здесь планируются качели. Под качели нужно, наверное, площадку сделать. Заказать щебень, песок.
Еще хочется активности, активного образа жизни. Хочется что-то здесь такое, типа теннисного стола, чтобы можно было играть в пинг-понг. Кто-то будет качаться на качелях, кто-то будет играть в пинг-понг. Вот виноград. О, здесь есть виноград. На самом деле такой растет он уже. Я его периодически заплетаю, чтобы он не разрастался. Поднимаюсь на лестницу, расплетаю его от можжевельника. Вот он, маленький виноградик уже растет. Можно будет уже скоро собирать урожай. Ну так я ухаживаю за своим садом, провожу время на даче. Дача — это вообще класс. Всегда есть дела. И немножко можно от работы отвлечься, переключиться на какие-то приятные моменты, покататься на велосипедах, подстричь газон. Я иногда, конечно, не успеваю это делать, и приходит помощник по хозяйству. Я не знаю, как его назвать, садовник, стрижет он, вот, газон. Ну, иногда это и я делаю сама. Просто прелесть, просто супер, прекрасно. Обожаю цветы. Можно даже поменять, вот так поставить. Такой вазон. Симпатичный. Ну, не знаю, куда даже их уже ставить. Их уже много. Вот маленький столик такой есть. Вот так можно сделать. Ну что, друзья, живите полной жизнью. Радуйтесь, создавайте какие-нибудь новинки, фантазируйте, не бойтесь экспериментировать, занимайтесь спортом, собирайте цветы, наслаждайтесь жизнью.